Начинаем торговлю по роботу-советнику TrendScanner, смарт-сканеру и скальпер стратегии. Кстати, мы выпустили пробную версию на 14 дней. Зарегистрируйтесь под видео, будет ссылка, и попробуйте все эти алгоритмы. Поймете, насколько проще, эффективнее и результативнее может быть ваша торговля. А пока мы ждем евро-доллар на минутном графике. Ждем сигнал, да, в районе 1.08 900. 945. Вот здесь. Это очень важно, потому что рынок может легко улететь наверх. Нам нужно подтверждение в этой зоне ценности. Робот сделал всю основную работу. То есть он посмотрел на этот график, проанализировал, определил, совпали ли там все критерии для того, чтобы можно было этот символ торговать, а критерии, которые в него заложены, одни из самых прибыльных. И когда они все совпали, он показывает, например, евро-доллар, показывает котировку, и мы как трейдеры переходим на этот символ и готовимся входить в зоне, которая указана вот здесь, 1.08 900. И вот так работаем на постоянке. И это, на мой взгляд, один из самых эффективных способов вообще пребывания у экрана. Не когда ты тупо находишься все время в анализе. То есть ты все время что-то сверяешь, проверяешь, индикаторы смотришь, таймфреймы смотришь, думаешь, куда может пойти цена, реагируешь на... Там побежал, ты туда, там побежал. А здесь ты сидишь, ты знаешь, где, когда тебе действует, при каких условиях тебе действует, почему ты здесь действуешь, когда тебе не надо действовать. И это вообще другой уровень это работы. Возможно, ранее у вас никогда такой возможности не было, чтобы так торговать. Так что пользуйтесь возможностью. Я оставлю ссылку под видео на тестовый, пробный демо-доступ, как вам больше нравится, чтобы вы испытали в течение 2 недель, календарных дней, да, 14 календарных дней, то, что никогда ранее не было доступно для тестирования, для, скажем так, пробного, скажем, доступа. Такого не было. Так что пользуйтесь. Я уверен, что то, что вы получите, и то, что, скажем так, то, как это в первые даже неделю впечатлит вас, то, насколько трейдинг упрощается, работа с графиком упрощается, я думаю, что ни одно такое чувство вас еще не посещало в трейдинге, какие бы то ни было программы вы не покупали, или не тестировали, или не там арендовали, я не знаю. Это очень круто. Причем то, что я здесь рассказываю, ничуть не преувеличивает ценности того, что вы получите. Наоборот, это даже трудно подобрать слов, насколько это ценно для вас может быть. Вы не представляете, я вот рассказывая об этом, я помню свои годы, когда я сидел, смотрел на график и на что-то еще рассчитывал, что получится зарабатывать. Будучи в постоянном напряжении, неизвестности у правой стороны графика, сомнениях, каких-то ожиданиях, надеждах, так она пойдет, так она сделает. И в этом, будучи вот в этом психоэмоциональном всем состоянии, я пытался и надеялся, что я заработаю. И вот это вот как спасательный для вас круг. Когда вот вы получите мои алгоритмы, у вас, когда будете вот уже все поставить, их установите, все, у вас будет первые там дни, может быть, такое вот прям не втерпешь. У вас будет прям вот эти старые привычки будут о себе знать. Старые привычки какие у вас? Импульсивность. Вот вы привыкли действовать импульсивно. Либо вы опаздываете на сделку, да, либо вы слишком торопитесь. То есть не вовремя. Постоянно вот фальстарт у вас постоянно. И это связано с тем, что не ясно, что делать с правой стороны графика. Я вас понимаю. И вот эта неясность порождает вот эту импульсивность, потому что ты то резкий, то медленный, то резкий, то медленный. И все ты вот как мимо нот, да? Чаще всего. И вот это причина в том, что отсутствует ясность, да, у правого края графика.
И в первое время вот эта вот привычка действовать импульсивно, она захочет, скажем так, да, выйти наружу из вас. А тут правила появились. Тут есть определенный, скажем так, диапазон работы. А вы уже будете смотреть, евро Аркадий падает. Когда же будет сел? И вот у вас может быть такая ломка, да, в какой-то момент времени, или первые, может быть, недели, или дни, смотря насколько у вас все запущено. Это так же, как ты бросаешь какую-то вредную привычку, да, тоже первые дни ломка, или ты начал там вставать рано, до этого вставал, ну, условно, в 10 утра, а начал вставать в 7 утра. Первые дни тебе будет очень тяжело, если ты до этого годы вставал поздно, годами точнее. Здесь то же самое, если ты годами, месяцами, то есть смотря, чем дольше ты до этого сливал деньги, чем дольше ты до этого действовал бессистемно, чем дольше ты до этого провоцировал эмоции свои, чем дольше ты до этого культивировал недисциплинированное поведение, чем дольше ты до этого нарушал правила и саботировал свои входы в рынок, тем дольше у тебя будет вот это чувство, что, блин, я не успеваю, мне нужно войти. То есть такое вот внутреннее какое-то вот, не знаю, беспокойство по поводу упущенных возможностей, которые вообще не факт, что твои. И это легко преодолевается с помощью системы. Сидишь у экрана, у тебя есть две вилки, да, два пути. Действовать по правилам, действовать не по правилам. И когда ты долго действовал не по правилам, сливал, естественно, когда ты получил правила, тебе будет тяжело. Ну, потому что ты привык действовать импульсивно, как хочешь, а здесь надо действовать как надо. И стоит тебе несколько раз сделать другой выбор, не тот, который ты делал раньше, не в пользу своих эмоций, ощущений, ожиданий, надежд, а в пользу последовательного, системного и правильного трейдинга, который продиктован системой, все, вот здесь у тебя начнет меняться образ мышления. Анализируя свою метрику, статистику по времени, это тоже важно, это мы тоже будем разбирать на онлайн-торговле. Я могу заметить, что в определенные часы или в определенные промежутки внутридневной торговли у меня стабильный профит, скажем, с 10 до 10:30 или с 10 до 11 стабильно у меня все в плюс идет, да, большая часть сделок. То есть, если посмотреть метрику за год, например, с 10, все сделки, которые я совершал в период с 10 до 10:30, там, до 11, принесли мне, ну, условно, 10 тысяч долларов, условно, да? А если посмотреть с 12 до часа, да, там, или там, с часа до 2, все сделки, которые были совершены, принесли мне, ну, скажем, 2000 долларов. Или вообще минус 1000 долларов, итого плюс 9000 долларов. Понимаете? И ты, анализируя свою метрику, свои статистические данные с банальной, примитивной позиции времени, тут же свой перформанс улучшаешь. Стоит ли того, чтобы эти там 1000 долларов, да, зарабатывать там копье какое-то, торгуя лишний час, нежели ты можешь объединить свои усилия, энергию, внимание, чтобы, например, в этот час, где у тебя и так хорошо все идет, увеличить объем. Давайте скажем так, для вас посмотрим на другие рынки, может быть, там есть сигналы. Этого никогда не надо делать, потому что вот тоже вот я говорил про время, да, то, что мои сделки, например, во второй половине сессии чаще не приносят никакого дохода, а в первой половине я делаю самые высокие по профиту, самые большие. И вот второй еще момент, изучая свою метрику, статистику, что если я вот сижу спокойно, да, я терпелив в это время, я дисциплинирован, я сосредоточен, я нахожусь в состоянии ума и психики, которое ведет к прибыли без всяких вопросов. Факт. Потому что любой прибыльный, стабильно зарабатывающий трейдер – это дисциплинированный, это сосредоточенный, сфокусированный, естественно, компетентный трейдер. Это факт. Никаких сомнений в этом не может быть. И мы находимся в этот момент в правильном положении. Да? Наша психика, все окей, все правильно работает, чтобы зарабатывать. Но в какой-то момент ты сидишь, все, вот ты, молодец, и вдруг думаешь, а посмотрю-ка я туда.
Что же происходит вообще? Может быть, там золото, а я сейчас NASDAQ или что-то еще, или просто, ну да, я пройдусь по рынку. Посмотри, что же происходит. И вот в этом опасность в том, что ты, вот будучи сосредоточен на своих, вот они, вот здесь, видите, в ряд стоят алгоритмы, сосредоточен на том, что тебе нужно делать, разрешено, а тебе пока ничего не разрешили делать, все стоит. Ты такой, ну ладно, я пока, я пойду, посмотрю, да? И вот ты начинаешь, так, нефть, ого, так, нефть падает. И вдруг ты про все забыл, вот такой сел, и уже тут пошли, ты вот в этот момент, вот это, знаете, как, я не знаю, как перекресток. Вот в этот момент ты перебежал на другую сторону. Все. И потом уже дальше, скорее всего, не перейдешь. Там останешься, потому что тут уже начнутся у тебя новые мысли. Так, нефть, ага, ну вот по моей системе, а ты уже сам начинаешь додумывать. Да, система сама молчит, но ты можешь немножко допустить какие-то оговорки, как-то договориться с собой. Ну я вот, сейчас посмотрю, и вот начинаешь, вот моя зона sell, в принципе, смарт-осциллятор, так, минус 40, ага, и вот ты ждешь, все, я здесь жду, алерт поставил, например, сюда, и сидишь, ждешь. Или увидел прямо сейчас возможность, так, хоп, за нее зацепился. Но ты не понимаешь одну вещь, что не все деньги твои, не все рыночные ситуации твои, которые тебе надо торговать. И когда ты сам начинаешь скакать по графику, естественно, ты хватаешься за каждое возможное движение или то, что ты вчера торговал и на этом заработал. Например, ты вчера торганул пин-бар какой-нибудь или дивергенцию, зашел и заработал. И сегодня ты это видишь, сигнал такой же, и пытаешься войти, потому что ты помнишь, что вчера-то я это сделал. И пытаешься здесь тоже сыграть на это. Вот такое вот постоянное, скажем так, непонятное даже самому себе пребывание у экрана, оно не вызывает никакого уважения к себе, оно вызывает только чувство вины, сожаления и, естественно, подрывает твою уверенность в будущем. Поэтому вот то, что я говорил в начале, чтобы, когда вы получите тестовый доступ или полноценный доступ, первое время будете испытывать вот это. Хотелка ваша будет, ну как так, я хочу войти, мне надо войти, мне ломка, вот камера дрожит, и вот так вот. Но это может быть не на таком уровне, не так физически будет выглядеть, но внутри. Нет? И ты в какой-то момент не выдерживаешь, начинаешь делать, потому что ты привык действовать импульсивно, ты привык действовать резко, быстро, скорее. Да? Саботировать свои решения. Как много трейдеров сидит, может ничего не делать целый час. Как? Это нонсенс, мне же надо торговать, там же двигается все. Ты привык к этому. Может быть, тебя, конечно, обучили так, я не знаю. И я прекрасно это понимаю, я не злорадствую, я не пытаюсь вас как-то подковырнуть. Ах ты жук такой. Нет, я это делал годами делал. И я надеялся еще на какой-то результат. Но нефть пришла. Давай sell. И ты можешь войти, вот сейчас, например, нефть, сигнал, сканер молчит, алгоритмы спят. Ты такой, продаю. Заходишь, попробую, можешь продать. Заходишь в сделку, все. И там появляется сигнал, там тебе алгоритм кричит: Аркадий, мы там падаем или растем быстрее туда, а ты уже здесь застрял. И эмоционально, и финансово. Угу. Даже если ты здесь заработал, это плохая привычка. Это не сделает ничего хорошего в будущем для тебя. Угу. Понимаете, насколько мы вот сейчас раскрываем, скажем так, суть вообще прибыльной торговли? Давайте раскроем суть прибыльной торговли и поставим лайк. 11 часов 36 минут. Вчера в это время, вот если мы откроем валютные пары фунт-доллар, 10 часов вышли новости вчера. Вы можете календарь открыть за 17 января и посмотреть. Так, вот. И представляете, что делал в этот момент мой алгоритм? Смарт-осциллятор, где все летает, кишит. Посмотрите, какие движения. Видите? Пожалуйста, знакомьтесь, это сегодняшний график 18 января. Есть различия между... Нет, так не надо говорить вам. Вот вчерашний график новостной. Вот сегодняшний график новостной. Есть разница? Просто вот чисто визуально. По диапазону движения цены. Диапазон утренний сегодня 15 пунктов, диапазон вчерашнего утра 50-60 пунктов. Есть разница, нет? Вот здесь ты никогда не будешь зарабатывать деньги.
только будет провоцировать лишние действия, активность пустую твою, от усталости будешь торговать. Понимаете, в чем соль именно алгоритма? Что он тебе просто этот не показывает график, где все мертвое. Вот в чем самое главное соль-то. А здесь, посмотрите, что делает смарт. Бум! Как он полетел наверх. А здесь смарт, смотри где. Он же вообще спит. Понятно, что может оживиться, но ты к этому готов, потому что алгоритм не спит, он смотрит. Так, ага, фунт Аркадий ожил, давай туда. И вот такой один день по фунту тебе может сделать 2-3 недели, и ты думаешь, что это невозможно, это на 100% возможно. Именно так зарабатывают профессиональные трейдеры. А не так, что они каждый день приходят и пытаются заработать. Не надо пытаться зарабатывать. Если рынок двигается, у тебя уже априори шансы высоки. Априори шансы высоки. А ты можешь получить, так скажем, сигнал вот у тебя по твоей стратегии или по твоим правилам. Вот здесь сигнал есть, вот здесь. И здесь он есть. Где ты заработаешь? Здесь ты зайдешь и такой, блин, нет, потом выходишь, потом заходишь, у тебя какой-то такой тык-тык-тык-тык, херня какая-то. А здесь, смотри, какой момент. Почему? Потому что были новости. Вот здесь надо торговать. Если ты трейдер, у тебя есть, скажем, ты торгуешь валютную пару, естественно, фунт-доллара или на минутке, надо торговать. Не надо торговать. Надо торговать. Не надо торговать.